Друзья, всем привет! Сегодня второй день нашего выезда за город. И сегодня мы готовим дымляму. Дымляму мы будем готовить с секретом. Секрет будет заключаться в капусте и в баранине. Итак, у нас есть говядина, ребрышки, баранина, курдюк, чеснок, много разной зелени, картошка, ну и овощи. Я буду делать, буду вам показывать. Следите. Спасибо. Поехали. Итак, друзья, наша задача снять крышку вот таким вот образом у кочана капусты. Далее делаем дырку, то есть вырезаем все лишнее из капусты. Наша задача сделать там что-то вроде ямки. Для того, чтобы нарезанную баранину, мелко нарубленную нарезанную баранину, затем сюда поместить. Этой крышкой закрываем, ставим по центру казана, и у нас баранина будет томиться в вилке капусты. Капуста пропитается бараньим жиром, курдючным жиром, она будет обалденная на вкус, будет очень вкусно. Тем временем я нарезал лук, нарезал овощи, остались только помидоры. Помидоры буду резать уже непосредственно перед казаном. Далее, сейчас займусь мясом. В дымляме самое важное — это подготовительный процесс. То есть, после того, как мы все подготовим, сделаем закладку в казан, дальше уже нечего будет делать. Дальше надо будет только топить казан, порядка 2,5 часов, и ждать. Под крышкой, под гнетом, все это будет томиться. Я режу баранину. Чем мельче, тем лучше. Курдюк я уже нарезал. Смотрите, что у нас здесь получилось с капустой. Вот она целая, а вот так вот получается с дырочкой внутри. Вот это вот мясо пойдет туда. Будет эффектно и красиво. Мясо мы нарезали. Сейчас будем его подмариновывать и заправлять в капусту. Так, мяско пошло. Его немножечко подсолим. Есть. Добавим сюда розмарина, веточек. Баранина любит розмарин. Приятный запах розмарина, он мне напоминает какой-то еловый, кедровый. Больше ничего добавлять не будем. Делаем замес. Одной веточки, листочков одной веточки, я думаю, будет вполне достаточно для аромата. Если переборщить с розмарином, не всем нравится. Запах получается очень острый. Вот, мясо у нас достаточно жирное. Чем мясо жирнее, тем лучше. Весь жир должен впитаться в капусту и даже просочиться сквозь нее и смешаться с основной массой дымлямы. Вот что у нас получилось. Открываем нашу капусточку и эту массу туда. Должно как раз поместиться. Так, смотрите. Вот что у нас вышло. Конечно, мясо уварится или утушится, как будет правильнее сказать. Оно утушится. Вот я специально кусочки курдюка порезал, положил сюда, чтобы было еще сочнее. Так вот закрываю. Все. Крышка, которую я обрезал. Ищем ее положение. Вот, все замечательно. Отлично. Вот так вот и будем ставить ее в казан. Посмотрите, будет достаточно интересно. Теперь я займусь подготовкой основного мяса. Вот оно у нас порублено. Это ребрышки. Рублено порционно. Итак, друзья, мы полностью готовы. Все заготовки необходимые сделаны. Как вы видите, ничего сложного нет. Самым сложным было нарезать мясо мелко и нарезать мясо мелко ножом. С этим делом мы справились. У нас все, и мы выходим, перемещаемся на улицу. На улице сейчас будем выкладывать все слоями, поджигать казан и следить за температурой. Все, вперед, поехали.
Мы на улице, как вы видите. Начинаем закладку. Казан подготовили, дрова нарубили поменьше, помельче. Начинаем закладку с мяса. Кладем его аккуратно. Мясо у нас мытое. Как вы помните, мясо, которое жарим, не моем. Мясо, которое тушим, варим, мыть обязательно. Ну или желательно, наверное. Все же обязательно, чтобы убрать с него все лишнее. Кусочки у нас чистые, достаточно мелкие. То есть самое то. После того, как выкладываем мясо, идет лук. Лук у нас нарублен достаточно крупно, 3-4 миллиметра. Выкладываем половину или даже 2/3, наверное, лука на мясо. Кладем капусту. Посмотрите, пожалуйста, мы сюда положили немного помидоров и зелени. Освободили место посерединке для нашей капусты. Вот, теперь будем присаливать. Каждый слой желательно присолить, но умеренно, расчетливо, то есть. И выкладываем тыкву. Заметьте, тыква у нас вместе с кожурой. Кожуру ни в коем случае не счищаем с тыквы, иначе она развалится. А так, хорошо помытая кожура, тыква будет держать великолепно. Здесь обязательно докласть именно внутренней частью внутрь, чтобы она хорошо пропарилась. Нам важно, чтобы крышка закрылась, и сверху идет перчик. Он острый, мы проверили. Последним идет чеснок сверху. Чесночинки маленькие, они свои дырочки найдут. Ну и для того, чтобы он не потерялся совсем. Чеснок пошел, отлично. Мы не наливаем никакой воды. Воду дадут овощи. Ее будет в достаточном количестве. Самое главное, огонь должен быть очень умеренным. Посмотрите, я поджег, все хорошо, огонь есть. Сейчас будем закрывать. Наша крышка смотрит великолепно. Посмотрите, друзья, как закрылась. Мы угадали полностью с объемом казана и с содержимым соответственно. Все великолепно. Теперь мы эту крышку не будем открывать 3 часа. Может меньше, может 2,5. Но в любом случае через 2,5 я открою и проверю. Я вам все покажу. Итак, у нас прошло ровно 2 часа с момента, как мы подожгли под учаком, под казаном учак. Вот так вот у нас все горит. Великолепно. Крышку мы еще не открывали. Через полчаса открою крышку. И, скорее всего, заложу зелень. Итак, друзья, у нас прошло 2,5 часа. Периодически идет мелкий моросящий дождь. Похолодало заметно. Я думаю, что градусов до 15. Время у нас сейчас 3 часа 15 минут. Снимаем крышку, смотрим, что у нас происходит. Крышка горячая. Берем тряпочку, открываем. Ох, какой пар! Посмотрите, надо проверить. Надо проверить на готовность. О, картошка готова. Тыква тоже готова. Походу у нас уже здесь все готово. Итак, я закладываю зелень
прямо вот так вот закладываю, буквально 10-15 минут. У нас здесь укроп, базилик, кинза и тархун. Пусть немножечко запахи пропитаются. Закрываю крышкой. 10 минут, открываем и разливаем. Смотрите, какая красота у нас получилась. Далее я вам в разрезе покажу капусту с мясом. Ну вот мы и дома. Смотрим, что у нас получилось внутри. Снимаем крышку. У нас кусочки курдюка. Их тоже можно убрать. Кусочки курдюка, кто любит, они очень вкусные. И говорят, что и полезные. Вот у нас мясо и капуста. Вот так все легко режется. Такая красота. Сейчас мы это дело будем употреблять. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, друзья. Я обязательно буду комментировать. Всем спасибо. Всем пока.